Здравствуйте, с вами канал Вкусный огород Барнаул. Сегодня 11 августа и хочу сказать несколько слов о высаженной в этом сезоне клубнике. Высаживал усы клубники позже, чем обычно, а именно 6 августа. Вот на эту грядочку. После лука усы были высажены в сухую землю, по 2 уса в лунку и потом обильно политы. И вот сейчас хочу показать, какие работы делаются с клубникой после высадки. В сухую землю клубнику высаживаю, потому что это намного проще, чем там проливать лунки, в грязи возиться. А в сухую землю высадил, и делать это очень просто. Так вот, после высадки клубнику обильно поливаю, по-настоящему обильно. То есть проливаю лунки очень сильно, чтобы действительно корням влага поступала в большом количестве. Это первое. Затем, если погода жаркая, а в нашей местности как раз установилась именно такая, прямо под высадку клубники, как назло. То есть температура за 30 градусов, и солнышко так припекает довольно сильно, поэтому пришлось клубнику притенить. Если есть такая возможность, то тоже советую это делать. Это второе. И вот сейчас прошло 5 дней. Сразу скажу, что клубника принялась нормально. Вот видно, выглядит она вполне неплохо. Дуги убрал, укрывное полотно снял, и она уже нисколько не боится ни жары, ни палящего солнышка, и растет нормально. Видно, даже она немножко за 5 дней и подросла. Ну и попутно покажу разные сорта, возможно, кому-то будет интересно. Вот это высаженные усы клубники «Солнечная полянка». Каждого сорта клубники по 10 штук. Вот это усы клубники сорта «Лорд». И третий сорт клубники, который я планирую выращивать в дальнейшем, это сорт народной селекции «Юля». Все 3 сорта принялись нормально. Видно, что клубника в нормальном состоянии. Что еще нужно для нормального развития высаженных усов клубники? Это регулярные поливы. После высадки обильно полил. После этого примерно через день снова полил. Еще через день был сделан очередной полив. Причем, если есть возможность, очень хорошо клубнику аккуратно порыхлить. И полезно следить за тем, чтобы сердечки клубники находились на уровне почвы. Если при поливе каким-то образом видно, что клубника затягивается влажной землей, такое при поливах бывает, то можно аккуратненько точку роста разгрести. Это поможет клубнике расти дальше хорошо. Почву на грядке рыхлим, и вот клубника после этого очень активно начинает идти в рост. Теперь, сейчас прошло только 5 дней после высадки, а как пройдет дней 10, можно вот эти вот кустики клубники уже и подкормить. Раньше делать это не следует, нужно дать кустикам укорениться, чтобы корешки заработали в полную силу, и только в этом случае подкормка пойдет на пользу. Одной единственной подкормки, как правило, хватает, чтобы клубника росла еще лучше, нарастила мощный листовой аппарат и ушла под зиму в хорошем состоянии. Вот, собственно, и весь уход за усами клубники после высадки. Кратко повторюсь: после высадки обильно полить, потом поливать как минимум при сухой погоде 2 раза в неделю, рыхлить, сделать одну единственную подкормку примерно через 10 дней. Собственно, на этом и все. Если будут появляться усы, то их следует удалять. И самая поздняя работа с молодой клубникой – это укрытие ее на зиму. Это следует делать в тех регионах, где зимы очень холодные, вот как у нас, например. Морозы бывают под минус 50 градусов. Конечно, в этих случаях клубнику лучше укрыть. Я укрываю клубнику старой сосновой хвоей, и вот молодые кустики тоже, конечно, защищаю от суровых зимних морозов. После этого можно уже спать спокойно
и мечтать о будущих хороших урожаях. Под укрытием даже молодая клубника практически ни разу не вымерзала. И весной эта клубника активно идет в рост, завязывает первые ягодки. Это при ранней высадке усов клубники. Стараюсь высаживать клубнику как можно раньше, в июле, ну в крайнем случае в начале августа. Можно, конечно, клубнику высаживать и поздней осенью. Можно даже перенести высадку усов на весну, но в этом случае урожай откладывается на год. А так, некоторое количество ягодок вот с этой уже клубники будет собрано в следующем сезоне. Причем зачастую самые крупные, естественно, и вкусные, и долгожданные ягодки завязываются именно на клубнике однолетки. То есть вот на этих усах на следующий сезон можно ожидать самых крупных ягод. Вот такие работы провожу с клубникой после высадки. Все это очень просто, но тем не менее дает возможность клубнике расти хорошо. В конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать клубнику. Всем хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.